Здравствуйте, меня зовут Вера Корнилова. Я нахожусь в своем магазине «Мама мыло». Мыловары делятся на 3 больших лагеря. Те, кто варят мыло с нуля, те, кто варят мыло из основы, и те, кто делает и то, и другое в зависимости от ситуации. Мыловарение с нуля требует тщательной подготовки, потому что щелочь – вещество опасное. Нужно полностью соблюдать меры безопасности и выверить рецепт. Но при мыловарении с нуля мыловар полностью контролирует состав мыла, его свойства и может сварить абсолютно натуральное мыло. Мы же сегодня поговорим о мыле из мыльной основы. Мыльная основа – это практически готовое мыло, только без цвета и запаха. На самом деле можно отрезать подходящий кусочек и сразу пойти пользоваться. Но, конечно же, так никто не делает. Задача мыловара – превратить этот стандартный кусок мыльной основы в нечто уникальное, насытить его полезными свойствами, придать запах, цвет, форму. И тогда уже это будет считаться мылом ручной работы. Что можно добавить в мыло ручной работы? В первую очередь натуральные добавки. Например, молотый кофе, молотая овсянка, шоколад, мед. В конце этого видео вы сможете скачать таблицу с натуральными добавками, их дозировкой и свойствами. Как мы работаем с мыльной основой? Мыльную основу нужно нарезать на кусочки и нагреть в микроволновке или на водяной бане. При температуре 70 градусов она становится жидкой. Именно в этот момент мы можем добавить цвет, запах и любую добавку, которую мы выбрали. Все тщательно перемешайте и вылейте в форму. Если на поверхности образовались пузырьки, сбрызните их спиртом. Когда основа остынет и станет комнатной температуры, она снова станет твердой, и мылом можно сразу же идти и пользоваться. Какие бывают мыльные основы? Производители постоянно придумывают что-то новое, но есть 2 основных вида мыльной основы – это белая и прозрачная. Начинающие мыловары иногда спрашивают, какую из них брать? Ответ очень простой – берите обе, потому что в одном мыле интересно сочетать и прозрачную, и белую основу. Например, вы можете залить прозрачные кусочки белой основой или сделать полосатое мыло. Полоска прозрачная, полоска белая. Это обычно смотрится очень эффектно. Сколько брать? Белая основа расходуется немного медленнее, чем прозрачная. Поэтому, если вы берете килограмм прозрачной основы, вам хватит где-то полкило белой основы. Насколько мыло здесь у меня основы? Ну, здесь примерно 1,5 килограмма, средний кусочек мыла грамм 100. При нагревании мыльная основа никуда не девается, она не становится легче. Поэтому здесь у меня 15 будущих ароматных солнечных кусочков. Кроме этих 2 видов основ, есть и другие, конечно же. За подробной информацией заходите на наш сайт. По некоторым основам я сниму отдельное видео. До встречи в следующих сериях. В них мы рассмотрим красители, формы и запахи. А чтобы скачать обещанный файл про натуральные добавки, кликните на вот этот листочек. До свидания.